Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, неожиданности и сюрпризы. Цыганский старинный пасьянс. Что будет дальше? Или что будет следовать за этими неожиданностями? Или пусть это будут приятные сюрпризы в конечном итоге. К чему это все идет? Для чего нам дано то, может быть, или с чем мы столкнемся в феврале, чего вы не ждали, но какое доброе продолжение следует, или что случится как неожиданность. Давайте узнаем сначала на картах пасьянса цыганского, старинного, он у меня очень давно, и дополним эти значения картами Таро. Помним, жизнь не бывает полностью предсказуема, и останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Что же, для представителей знака зодиака Рак расскажут карты пасьянса. Смотрим. Ух. Вот прямо сразу. Солнце. И Солнце – это выбор правильного направления, без сомнения, это возможности. С другой стороны, это то, что вы себе ставите в приоритете в феврале месяце, и, скорее всего, это правда выбор правильного направления, потому что вы этим будете заниматься 6-8 месяцев. Может быть, вы этим будете заниматься последующие 20 лет, но наиболее активно именно в последующие полгода. Перемены, мои дорогие, с самого начала. Новое качество жизни, возможности, солнце и часы. Это как раз ваша удача, ваше счастье и перемены, добрые перемены. Позитивное начало. И значит, хоть и жизнь не бывает полностью предсказуема, даже если нам приходится что-то корректировать, менять, то это нам во благо, вам, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Листва выпадает, это прообраз дерева, и имеется в виду ожидание. Но тут самое главное, чтобы не было пустого, понятно, ожидания, когда мы что-то ждем. Ждем, либо высшие силы словно обратят на нас внимание и что-то сами за нас решат. Вот нет, это пустое ожидание тогда должно закончиться. Но для кого-то из вас, и я так надеюсь, что для большинства из вас, это просто тот регламент, который мы не можем ускорить. Это как подготовка важного документа или ожидание подписания важной бумаги. И правда, это часто говорит о том, что то, на что мы не влияем, мы должны с терпением ожидать. У кого-то это будет связано с тем, что нужно быть очень внимательным. Может быть, кстати, вот это значение змея может говорить о том, что вам кто-то пообещал свое содействие или помощь. Вы этой помощи ждете. И тогда проведите правильную параллель. Все зависит от того, что вам обещали и какой срок вы ожидали. Возможно, карты хотят сказать, а может быть, нужно прекратить вот это бессмысленное ожидание. Не ждать того, кто не придет. Или не ждать, как от человека, который в принципе не способен на какие-то благородные действия. Так вот, ожидания таковых. Давайте продолжим. С чем это может быть еще связано? Для кого-то из вас это сердце, и карта будет говорить о том, чтобы сделать первому шаг навстречу к партнерским отношениям или что-то продолжить, может быть и так. Я не вижу, в принципе, по тем значениям, которые выпали, какого-то негатива. И не случайно вот эта змея у нас, тем более, уже в феврале, по восточному календарю год змеи. И в первую очередь нас призывают к мудрости, к правильной оценке ситуации, обстоятельств нашей жизни. И адаптировать, возможно, себя придется к чему-то. Или в последующем организовывать собственную жизнь в каких-то совершенно новых условиях. Или, если мы говорим о личной жизни, может быть и правда, прояснить какую-то запутанную историю по части личной жизни. И тогда вот этот аркан змея может говорить о том, что это страстное желание быть с человеком, обладать этим человеком. И мудрые решения по части личной жизни тоже. Все же мы все разные, и для вас может существенно быть благополучным период февраля. .
И я должна сказать еще одну тему. Если мы говорим по части пустого ожидания, то тогда я действительно соглашусь с тем, что пока не поздно делай первый шаг или первый шаг навстречу. Но если в ваш адрес есть такой человек, который откликается, вот как энергообмен у вас налажен. Это не тогда, когда мы ждем каких-то возобновлений прежних отношений, а о нас человек уже давно забыл. А если все же в ваш адрес была проявлена теплота, эмпатия, или вы чувствуете, вы люди интуитивные, действительно кто-то хочет с вами продолжать развивать отношения, а вы все на что-то не решаетесь, решиться все же придется, иначе решится другой человек, потому что либо это сердце может стать как символом любви, либо, с учетом ножа, это может стать символом разбитого сердца. Будьте внимательны. Конечно, это, безусловно, не для всех проиграется. У каждого своя концепция жизни. Но не упустить свое солнце, свое счастье. Для кого-то и это важно услышать, потому что перемены будут. Мы можем не планировать перемены, но тогда, наверное, высшие силы. Или Уран у нас уже находится в прямом движении, и он был долгое время в ретродвижении именно потому, что давал знаком стихии Земли и воды вам, мои дорогие, время подумать или с чем-то определиться окончательно. Поэтому не упустите словно какую-то возможность в феврале. По крайней мере, я это вижу именно так. Давайте мы дополним эти значения на колоде Таро. Неожиданности, с чем это связано. Сами по себе события, на которые мы не настраивались. Да? Итак, 3 карты. Аркан умеренности. Ну, что-то явно должно быть продолжено. И, кстати, в этой колоде карт не случайные случайности проходят. Я в своих прежних видео, часто об этом говорила, но в последнее время редко у меня эта колода Таро иллюминатов присутствует. Она вся построена на символах. И это история франков, когда король франков, династия мировингов Хлодвиг, воевал с готами. И вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема, но, видимо, он умел себя взять в руки. И, прогуливаясь вдоль Рейна, он обратил внимание на то, что болотный ирис, цветы, и он знал, что они растут на мелководье. Так вот, они растут вдоль берега и уходят вглубь реки. И это его, поскольку других вариантов у него не было, и у него зародилась совершенно сумасшедшая, на первый взгляд, идея, а не переправиться ли мне с войском вброд. И вот это не случайная случайность. Или это как инсайт его внутренний. Он, тем не менее, не прогнал прочь, а он сумел это додумать, что было сделано. И в итоге на сегодняшний день мы знаем, как вот этот болотный ирис, геральдическая лилия или вот этот знак присутствует в очень многих религиях мира. И надо сказать, что вот один из древних символов как раз и может означать вот эту неожиданную случайность, которую мы должны додумать. Обратите внимание, умеренность написана. Через умеренность, когда мы умеем себя взять в руки и рассмотреть альтернативный вариант. Вот в неожиданностях что-то такое интересное у вас может произойти в феврале. Это тогда, когда и невозможное возможно. Не упустите. Это старший аркан. И это будет связано, почему я повторила именно эту историю, чтобы вы прочувствовали наиболее остро, как могут приходить к вам подсказки, неожиданности, с чем это связано. У кого-то это будут дела, вопросы, связанные с чиновниками, с партнерскими отношениями. Все-таки король жезлов – это карта харизматичного лидера. Это ваши последующие планы, это ваши амбиции. Где-то это могут пересекаться вопросы, дела, работа, бизнес и деньги, потому что жезлы. Но и это ваша стратегия и тактика. Я бы сказала, вам действительно нужно вот эти самые перемены. Они не случайно вам выпадают. Вы делаете выбор. И как будто Вселенная ждет, какой же вы выбор сделаете. И в зависимости от того, как вы сумеете чем-то воспользоваться, вы либо усиливаете свои позиции, либо можете согласиться на вторые роли. Или я могу предположить, не упустить возможность. Правда, не упустить возможность. Выйти из режима ожидания – это все то, что я говорила.
И обратите внимание, всегда, когда нам выпадает этот старший аркан, как Т-образный перекресток. Тупик, по сути дела, правда? Почему эту карту часто связывают с символом жертвенности, как нет продолжения. Поэтому продолжение там или когда мы ждем того, чего не произойдет, должно быть завершено. Или когда мы находимся, тоже своего рода жертвенная ситуация, когда мы в двойственном положении. Нам кто-то что-либо пообещал, и мы просто ждем, мы бездействуем. И даже не допускаем мысль, что а ведь о нас кто-то мог попросту забыть. Поэтому бессмысленное ожидание должно быть закончено. Или вот этот своеобразный тупик. Что-то нам придется пересмотреть, переделать. И альтернативные варианты, правда, рассматривать. Ведь по повешенному он сам себя так подвесил, словно перевернул, для того, чтобы увидеть какую-то проблему с другого ракурса. И выход будет из этого тупика найден. Иными словами, нужно сделать что-то совсем не так, как поступали вы прежде. Сломать о себе, может быть, шаблон, изменить свой имидж, сделать или решить какой-либо вопрос, войдя в те двери, в которые мы прежде не ходили. Вот эти 180 градусов, будем говорить, да, когда мы перевернем какую-то реальность или сложившуюся обстановку, и тогда нам человек практически танцует. У вас 2 старших аркана. Как будто первое, по умеренности мы делаем выбор. Либо мы лидеры, либо мы себя ставим на второе место. Вот выбор за вами. И у каждого по-своему. У кого-то это проиграется в бизнесе, у кого-то или в ваших достижениях по части работы. Итак, давайте мы с вами узнаем, продолжим. К чему же это все идет, или что будет продолжаться, или для чего все это нужно, что будет дальше, какое продолжение следует. Итак, умеренность. И вот посмотрите. Для кого-то создать семью, для кого-то просто создать отношения, может быть так. По 10 кубков это получить какой-то итог. И здесь самый разный итог. Это может быть слияние решений вопросов вашей недвижимости, или где вы будете проживать, или где вы теперь проживаете, как это будет продолжено. Для кого-то это может быть само по себе вот как значение дома, или ваши последующие планы, вот увязка дома и мои последующие планы. У кого-то это может быть связано с выбором деятельности, работа на дому. Для кого-то из вас это может проигрываться вопросы семьи, вопросы вашей пары, ваших родственников, но это всячески благоприятная карта. И если мы говорим солнце, счастье, вот это карта счастья. Но это то счастье, 10. Это наши приложенные усилия, это наша работа, может быть и над собой, может быть это работа в отношениях. Но опять же, это мы должны с чем-то определиться. И даже если прежде у нас что-то стало на паузу, по крайней мере, есть возможность в феврале окончательно знать, куда идут наши отношения, и перевести их в то русло, когда мы становимся счастливыми, мои дорогие. Давайте посмотрим по королю жезлов, к чему все идет. Что же дальше? Здесь надо по аркану отшельник не бояться идти в одиночку. Может быть, это и будет как раз означать по части работы, когда кто-то из вас может надумать, я буду делать карьеру, а кто-то захочет вообще развивать в себе свои навыки или, как вот ремесло мы говорим. Вы можете рассматривать новое направление в бизнесе. Может быть, прежняя история тормозилась, потому что обстоятельства сложились так, что это вот вам нужно, как этому харизматичному лидеру, на вас лежит какая-то ответственность, и самое разное, либо это ваше личное дело, либо, может быть, вы руководитель, или вы хотите строить карьеру, значит, это тоже мера ответственности. И вот продумывать как и свои шаги, так и то, чему же мы в конечном итоге идем. Но здесь будет продолжено только то, что вы считаете нужным, или то, что будет служить вашей высшей цели, какой-то мечте. Вам никто не мешает, вот что это будет продолжено. И если мы говорим, вы определяетесь, куда, либо себя оставите на первое место, либо, продолжается какой-то путь ожидания. Так вот, отшельник идет медленно, но все же он идет. И для кого-то эта карта делать первые шаги в направлении к самому себе. И самому себе не помешать, себя не поставить на паузу. Помните, что лучше сделать
один первый шаг осторожный, чем не сделать ни одного, и находиться вот в таком режиме ожидания или тупика, мои дорогие. Что же будет у нас по тупику? Давайте посмотрим, к чему все идет, что будет дальше. Еще какой-то путь действительно вам придется пройти, аркан Луна, как на ощупь. И очень символично и аркан-отшельник, и Луна. Для кого-то из вас Луна, когда вы определяетесь, десятка кубков, потому что по Луне наши близкие. Это эмпатия, это счастье, это нежность, это ласка, это добрые отношения. Это наши домочадцы, которых любим мы, которые любят нас. Это теплый, уютный дом. Но это еще и ваша планета-управитель, светило, можно сказать и так. И ваша интуиция. Поэтому слушайте свою интуицию. У вас много достаточно. Сколько у нас? 4 карты выпало, а всего 6. Старшие арканы. Да, здесь вам пространство дает возможность изменить качественно свой уровень жизни. Но есть еще то, что вы не можете наперед просчитать, а идти вперед придется. Быть готовым к тому, что развиваются события, ну как-то совсем альтернативно или для вас неожиданно. И, возможно, это не только будет период февраля, а еще это где-то продлится и на март. Быть аккуратному, осторожному, когда выпадает аркан Луна. Ну, я могу сказать, что придется, может быть, и в некоторых вопросах договариваться с хамелеонами. Но, наверное, все средства хорошо, чтобы выйти из двойственной ситуации. Кстати, вам интуиция будет подсказывать, как вам правильно решить зависшие какие-то ситуации или обстоятельства в вашей жизни, или отношения, может быть, с человеком, который вас держит, словно в этих качелях. Такое ведь тоже может проиграться. Здесь вам нужно с чем-то определиться, причем определиться в вашей собственной душе. Давайте мы спросим, к чему же, какой итог, к чему же все идет. Вообще шикарная карта. Эта карта, я должна сказать, тут будет двойственно, тут не будет для всех одинаково. Это карта эгоиста. Ну, правда, эгоист изображен, посмотрите. Это еще и карта самодостаточного человека. И поэтому для кого-то, посмотрите, десятка кубков выпала первой. Для тех, кто в паре, вы можете продолжить или помириться, например, если прежде, ну, не договорились, или переведены для кого-то на новый уровень, да, может быть, и вы будете задумываться о том, чтобы была дружба, а теперь мы оформим наши отношения. Для тех, кто уже человек семейный, я могу сказать по этой карте, вы будете больше заниматься вопросами финансового благополучия, и тогда буквально финансовое процветание вашей семьи. Для тех, кто один или одна, здесь по-разному. Или вы выберете именно жизнь в паре и будете готовы к новым контактам, если сейчас нет никаких, или рассмотреть те контакты, все то, что я говорила по картам пасьянса, которые у вас уже сложились, буду я продолжать или нет. Так вот, кто-то будет продолжать и делать первые шаги или, может быть, признание, но кто-то, я допускаю, скажет нет. И останется верен себе. Верен себе имеется в виду вашим планам, потому что на кону, это вот вторая половина из тех, или третья уже составляющая представителей вашего знака зодиака, которые избирают свой бизнес и деньги. И не просто деньги ради денег, а именно потому, что есть какая-то высшая цель. Как и по аркану отшельника, так и где-то по аркану умеренности, когда вы можете себе сказать «нет». Сначала мои достижения, а потом личная жизнь. И этого я не исключаю. И я могу это предположить даже с учетом астрологии, астрологических планетарных транзитов на 2025 год. И могу предвосхитить, потому что вы сумеете построить очень удачный бизнес и сделать его надежным. Но для этого придется много работать. Может быть, много поездок, много контактов. Но вы будете только этим и заниматься. И это я тоже не исключаю. Мы все разные. А жизнь не бывает полностью предсказуема. Поэтому перекладывайте на себя февраль – месяц возможностей вашего солнца. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.